Дорогие друзья, всех приветствую на канале Фейген Лайф. Время 23 часа 1 минута. Сегодня воскресенье, 3 апреля. День 39. Мы снова встречаемся с Алексеем Арестовичем. Алексей, рады видеть. Зайнов. Я прошу всех, кто вот сейчас 85 тысяч человек, уже больше 90, присоединились сразу к эфиру. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейген Лайф, на канал Алексея Арестовича по его имени. Интерактивная ссылка, вы проходите, попадаете в YouTube. И подписывайтесь на канал Алексея Арестовича в YouTube тоже. Ну что, начнем мы все-таки с трагического, но главного. Это то, что произошло в Буче. Вчера еще было невнятно до конца. Даже до конца не понимали масштабы трагедии. Сегодня вроде как начинает проступать. То есть, Я говорил, вот что... я там говорил, что Мы я там вчера вчера был. упоминали. Вчера уже Да, упоминали со связанными руками, мы это уже говорили. да, Но да. сейчас произошла визуализация. Да. И мы теперь хотим, если есть возможность, у зрителей, понять все-таки какую-то хронологию. То есть, когда это все-таки происходило, может быть, у тебя есть какая-то информация или что-то обсуждается, когда основные убийства начались на улицах? Мне кажется, все-таки больше во второй половине. Второй Их половине? удержание. Смотрите, они Бучу и Гостомель держали полностью, захватили. Так. Ирпень где-то Так. 60 на 40. 60 за нами осталось, 40 за ними. Угу. Были такие перестрелки уличные, в основном минометы там, и прочие бои. Боями не назовешь, но перестрелки уличные. Основные усилия, они же Бучу заперли, вернее, Ирпень заперли, подорвав мост на Киев. Она для них потеряла смысл. Бучу, то есть, вернее, Ирпень, они поэтому особо не лютовали сюда. Но в тех местах, которые удержали, основные преступления совершены в самой Буче, очень долго держали. Угу. И там, судя по состоянию тел, я не медэксперт, но примерно так. Да, я понимаю. Все-таки это вот крайние 2 недели, там, основные зверства. То есть за 2 недели совершились это? Как понимаю, я понимаю, что мелкие убийства, не мелкие, мелких убийств не бывает, я имею в виду, малое количество были в самом начале расправы. А вот когда оно обвалилось и массовым стало, это уже, видимо, когда они поняли, что выступать не будут, то, скорее всего, будут уходить. Это была месть за то, что они уходят, потому что, вот, что на ж твой грабить, если взгляд? собираешься наступать. Ты же с ковром... Ну да. Да, ты же с ковром под мышкой не пойдешь наступать, правильно, на Киев. Ну, точно. Поэтому те, кто наступает, обычно трофеи не берут, разве что мелкие. А вот отступающие, понятно, можно захватить блендер, стиральную машинку, там, кольцо, сережки и так далее, и так далее. Когда они поняли, что терять нечего, и они начнут уступать, они начали вот это все исполнять. Я, кстати, список выложил сейчас, всех, кто там был, всех подразделений российского. Пофамильно? Нет, пофамильно пока еще нет, но мы знаем, кто там служит, знаем командиров. Да, части выложил, да. Пофамильно И кто это были? Кто это такие? Это можно озвучить? Вот ты на память помнишь? Их слишком много. Могу сказать, 14-я бригада спецназа и этот самый 22-я, по-моему, насколько я помню, значит, 45-й полк ВДВ, 45-я бригада, подразделение 76-й дивизии, отдельная бригада ВДВ, Да, я могу, я открыл. Да, прочитай, пожалуйста. Да, 64-м БСР, 35-й армии Восточного военного округа, 5-й ОТБР, 36-й армии Восточного ВО, 331 ВДП, 98 ВДД, 137 ВДП, 106 ВДД, 104 234 ДШП, 76 ДШД, 14 и 45 ОБР-СПН, 63 ОПОН Росгвардии, 155 ОБР-МП Тихоокеанского флота. Вот. Они находились в Буче, Гостомеле и Ирпене. Гостомеле. По-украински Гостомеле, да. Я прошу прощения. Я просто по инерции... Дело не в этом, просто чтобы точно. Гостомель, конечно. Гостомель. Да, Гостомель, да. И Росгвардия же была. Ага. А убивали кто? Есть понимание? Убивали кто? Сейчас идет опросы местных, установит все прокуратура. Международные суды. Созданы специальные комиссии, заедет наши органы, заехали уже. Они детальное описание мест происшествий ведут, опрашивают свидетелей и так далее. Свидетелей хватает. Поэтому, хотя над многими расправлялись, очень не хватает. И там пойдет нормальная процедура. Следствие, суд, в том числе международный и так далее. Зверства массовые. 410 тел вывезено только на сегодняшний момент.
А И по заявлению одного из где эти прокуроров... тела? 410 это что значит? Это выкопанные или что это? Это только из Ирпеня. Нет, это те, что лежали по улицам, просто собирали. А мы думали меньше, мы думали в Буче это Нет, человек 30. 410 уже. Я ж лично наблюдал вчера. Ну, я наблюдал, наверное, не 410, но тел 18, которые уже при мне там складывали и увозили. Это уже то, что МЧС наша подъехала, они же в пакетах были. Там, да, Да. вот. Но тут надо понимать характер еще зверств. Наши зрители должны это понимать, что как бы, Так. чтобы вы понимали, это изнасилованные женщины, которых потом повесили. Мало того, что Изнасилованные изнасиловали, женщины и повешенные потом. их повесили. Все изнасиловали и повесили после этого. Это дети. А это уже установлены экспертизы там какие-то предварительные? Ну, Их тут же осмотрели момент какой. тела? Как заходишь, она висит, тело висит. Это Какая я экспертиза понимаю. А здесь? изнасилование, вот все остальное. Ну, Это... там же все видно, Марк, ну, чтобы мы в эти подробности Но не чтобы потом вдавались. не говорили, что мы тут занимаемся флудом и так далее. Вот. Не. Почему мы Этот фиксируем? самый, убитые дети, Убитые расстрелянные дети. просто на улицах люди. Значит, самое главное это множество, то есть десятки. Если говорить, специалисты, которые там обобщают, говорят за сотни. Но я там знаю, что десятки. Тел, у которых связаны руки и убиты в затылке. Вот. Представители местной власти, просто люди. Вот что они делали? Они убивали, а когда видели кого-то хоть на улице, немедленно пытались расстрелять, догнать, потому что, ну, чтобы свидетелей не было. То есть убивали еще и Да, свидетелей. да. Убивали и пытались убивать Так, свидетелей. так. Там просто видно, вот как убитые, видно, как убили, ну, примерно место происшествия. А потом там раз, там труп, там. То есть выбитые двери в хате и так далее. Пытались специально зачистить свидетелей. Ну и как это, кульминация всего этого, на Житомирской трассе они отступали, у нас 5 тел молодых женщин голых, которых облили бензином, дизель, соляркой. Выбросили из боевых машин или из машин, сложили вместе, облили бензином, соляркой, вернее, и пытались поджечь. Погода сырая, они не очень горели. Ну, понятно, что молодые голые женщины на трассе, это что же, наверное, что-то предшествовало, не просто. Ну, вот такое. Да, что и говорить. 175 тысяч с лишним нас смотрят. Тем, кто присоединился, у меня просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. Нам важно, чтобы это увидело как можно больше людей. Это важно, поскольку особенно для россиян, которые нас смотрят, мы на грани, понятно, запрета YouTube в России, поэтому надо успеть, чтобы это посмотреть, чтобы никто не говорил, а мы ничего не слышали, мы ничего не знали. Вот, нет, сейчас 21 век, сейчас не так, что как середина века 20-го, все вещи, если есть такое желание, уж точно можно узнать, увидеть, проверить и так далее. Тогда следующий вопрос. Какими будут последствия? Вот после Бучи, после всего этого, что мы можем ожидать в политическом плане, в международном плане и в военном плане? Ну вот начались первые реакции. Значит, все передовые лидеры держав, на уровне министра иностранных дел, премьер-министров, президент Евросоюза Шарль Мишель, заявили, что посольства отдельных стран и так далее, заявили, что это бесчеловечная история, да, квалифицировали политическую позицию, скажем так, массовое военное преступление. Алексей, у нас небольшое подвисание на массовом военном преступлении. Дорогие друзья, сейчас мы попытаемся восстановить связь. У нас такое бывает. К сожалению, в Киеве, вот в месте, где находится Алексей Арестович. Да. Вот, восстановил Видно, связь. Да, некоторые сравниваются с Репницей, но дело же не в сравнениях. Дело в том, что я думаю, что Буча получит вполне самостоятельное название. Некоторые уже называются Буча-массакр, там, и так далее, Бучанская резня. Да. Значит, я знаю, что сдвинулись очень сильно политические настроения даже в головах самых и в позиции самых макиавиалистов Запада, которые интересы, прежде всего интересы, национальные интересы, балансируют и так далее, и так далее. И это видимым образом скажется и на поставках вооружений, и на политической позиции в отношении Российской Федерации. Точно будет новый пакет санкций, его Шарль Мишель анонсировал, а может быть и 2 пакета. При том, что судьба
их была весьма, ну так скажем так, они их готовили, но медленнее, чем нам хотелось бы. Сейчас практически как по маслу поехала по лыжам. А кроме того, для меня косвенным является признаком всегда действия Кремля. Вот они же анонсировали срочное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы разобрать случаи чудовищной лжи Украины по поводу Бучанской резни. Да, 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 да. Да, значит, и ясно, что если такой контрход, значит, они оценили международную реакцию, видимо, получили по негласным каналам тоже все перспективы, которые им нарисовали, и вынуждены предпринимать какие-то действия. Для меня было очень важно, что Макрон и Шольц отреагировали одновременно. Они одновременное заявление сделали 16:43 сегодня. То есть это же специально было намеренно сделано. Ну, Россия получила, благодаря поведению своих солдат и офицеров, получила консолидированную позицию Запада. Вот то, что не удавалось консолидировать усилиями украинской дипломатии, которая там в той части Запада, ЕС, НАТО и других стран, которые пытались образумить своих партнеров, там сказать, что ребята, вот как бы сделали российские солдаты и офицеры, прибывавшие в Бучу, Гостомеле и Ирпене. Вот, потому что точное число убитых не будет, еще не установлено, но 410 тел уже вывезли, продолжается, сколько вывезут, неизвестно, но тут даже дело не в количестве, тут в качестве того, что было совершено. Количество, может, не сравняется количество со Сребреницей, где было убито 8,5 тысяч и так далее, но качество того, что произошло, это, конечно, это... И вот как, в очередной раз как бы Россия консолидировала вокруг себя Запад, и это скажется на санкциях и на вооружении. И на Две том, и вещи, на потому другом. что ломает путинский режим? Санкции, в том числе персональные, ну и поражение на поле боя. Сейчас мы им обеспечим поражение на поле боя, сейчас к военной обстановке перейдем, когда эту тему закончим. Там тоже очень интересные вещи вырисовываются. Но будут еще и усиление санкций. То есть раньше 6-й пакет ехал со скрипом, сейчас 6-й и 7-й сразу согласуют, чтобы мы понимали. Но это уже доламывать будет очень конкретно режим, как бы режимы по персоналям и по тем отраслям, которые не были тронуты до сих пор и так далее. Но вот по части вооружений, то есть можно предположить, что тяжелые вооружения начнут передаваться и бронетехника. Вот, Думаю, да. Судя по открытым скорее, что источникам, да. так и да. Ну, то есть это то, о чем мы так долго обсуждали, может произойти теперь уже. Ну, судя по открытым источникам, должно произойти. Так, хорошо, просто, ну, для И понимания. по тяжелым Вот, тоже. Потому по что тяжелым сегодня же тоже, Байден да. заявил, насколько я помню, к вечеру, конечно, ну, по-моему, Байден сказал, что на каждый российский танк скоро будет 10 противотанковых ракетных комплексов в Украине. Мгм. Как бы это тоже очень важно. Оно не тяжелое, Так. но такое, то, что называется game changing weapon, то есть оружие, меняющее правила игры. В нашу пользу, особенно когда массированно применяется. Так, вот вопрос какой, возвращаясь к произошедшему. Можно ли судить, может быть, это обсуждают в офисе президента или там, не знаю, в ВСУ, в Генштабе, все-таки это были приказы военных на убийство гражданских, или же это, скажем так, эксцесс солдатни, которая, охреневшая от вседозволенности, вдруг вот решила залить все кровью. Ну, хорошо, Это мы важно. начинаем. Первая офицерская должность — командир взвода. У тебя 28-32 человека Да, подчиненных. именно так. Ну, вот вы стоите в мирном городе. Твои солдаты начинают таскать холодильники, телевизоры и прочее. Мы уже об этом говорили? Да, Говорили. Командир взвода, он же не командир бригады, он же не садит черт знает где. Он слышит женские крики. Он слышит стрельбу постоянно. Как минимум должен поинтересоваться, в кого стреляли, господа. ну, конечно. Противника же нет. Они ему говорят, вы знаете, мы в воздух, по воронам. Он говорит, а тела, которые лежат, это что вообще? Это же происходило в местах расположения. Они же не выдвигались куда-то, чтобы там пострелять. Это непосредственно там, где они стояли. Вот подвал в Буче нашли наши. Значит, там в одной комнате места спальные, а в соседней комнате расстрельные. То есть люди здесь спали, люди здесь ели, наверное, переписывались с родными, а в соседней стреляли людей из этого. Есть же видео, можно посмотреть с этого источника. То есть как офицеры могли не знать? Это технически невозможно. Дальше собирает командир роты, командир взводов. Говорит, ну как у нас парни? Они говорят, все замечательно. Спрашивают, а что за стрельба постоянно? Ну представим себе. Командир роты — это непосредственно в боевых порядках находится. Что такое рота? Это удержание одного дома, рота нужна крупная.
И он говорит, это не волнуйтесь, товарищ капитан или товарищ старший лейтенант, это просто мы по воронам. Он говорит, ну ладно, а трупы, которые валяются, женские раздетые, это они самоубились. Это же укропы, правильно. Взялись и самоубились. И сами разделись. Хорошо, они идут к командиру батальона. Ну как дела, там, личный состав, кто болеет, кто ранен, какая помощь нужна, материальные запасы давайте распределять, давайте еще раз сверим схему обороны, давайте улучшаться. А что, кстати, трупы валяются бесконечно по улицам и крики из подвалов? Это укропы сами себя убивают. Так что ли? Все знали, конечно же, все знали. От рядового, от командира взвода до командира бригады и командования всей группировкой. Там же мешанина была, сборная солянка. Мы сколько видим? 6 или 7 соединений даже. И бригада и так далее. Это значит, что командовал всем этим минимум генерал-майор, скорее генерал-лейтенант, судя по сборной. И он тоже знал. Мы всех установим. У нас очень четкая задача. Президент очень четко заявил, а дальше будет что-то типа поиска Черного сентября. Ага, то есть все-таки будут какие-то точечные месть. Будет. Никто не уйдет, сразу говорю. Это как это можно позиция, сделать, если они не будут находиться на боевых позициях, где их можно было бы выяснить? Как это? Они в отставке уже будут и на пенсии, а мы будем догонять и догонять, я думаю. Это дело чести Украины. Ну что ж. Каждый знает, на что он идет, что уж теперь. Сами понимали. Тогда так. Ну хорошо, мы, безусловно, будем возвращаться и завтра к этому вопросу. И новости, связанные с расследованием и выяснением всех обстоятельств, нам важны. Мы хотим об этом знать. И если будет возможность, Алексей, то, пожалуйста, делись с нами этими новостями. Ну, чем можно делиться. Ну, конечно. Вот параллельно с тем, вот что происходит на других направлениях? Вот много говорится о том, что все-таки идет переброска, там, видимо, через территорию России в зону ООС, возможно, даже именно этих частей, которые перечислены были у тебя в посте, которые находились в этих 3 городах в Киевской области. Действительно ли там усиливается группировка и там интенсифицируются боевые действия? Смотрите, вот те, кого ощутимо? Вывели из-под Киева. Киевская область полностью свободна. Вывели из-под Чернигова. Они оставили артиллерию, обстреливающую Чернигов, но там еще дорезают наш спецназ, поэтому как бы и партизаны, и артиллерия уже заканчивается. Значит, вывели с Сумского направления. Вся эта банда выводится под Курск и под Белгород. И я так понимаю, были планы, как мы с тобой говорили, перебросить ее под Изюм. Но с того, что мы видим, не удается ее перебросить. Это почему? Как? Почему? Что? Во-первых, массовые отказы. Разрывы контрактов и так далее. Отказ. Во-вторых, они просто не боеспособны. Потому что развал материальный и технический, поломки техники там, и все остальное достигает такого масштаба, что это подразделение нельзя считать боеспособным. В лучшем случае ограниченно боеспособным. Плюс они поплыли чисто по морали, очень многие. И пишут рапорты. Из-за мародерства, из-за вот этого все поплыли по морали? Мародерство наступает после падения морали. То есть мораль упала сначала, а потом началось мародерство, а сейчас они, когда вышли на территорию России, у них реакция пошла. Потому что во время боевой обстановки ты себя держишь, пружина есть, ты знаешь, любой, кто воевал. А когда ты выходишь, у тебя там отпускается, люди начинают сыпаться очень сильно. Буквально засыпать на ходу, там, проваливаться и так далее. И так далее. Вот я когда выехал, помню, в 18-м с Светлодарской дуги, я где-то недели 2 в Киеве уже будучи, я еще служил там, будучи, перевелся в Киев, но я 2 недели просто только присядешь, сразу засыпаешь. И реакция, ты же на войне, тебя сегодня начинает подсознательная сила работать, ты начинаешь чувствовать там запах сигареты за 400 метров. Ты ночью в 5 утра видишь в лесу сбитую росу, понимаете, она там за 20 метров, за 20 нет, за 5-7 точно видишь, да, и так далее. То есть обостряются все звериные инстинкты, причем не надо ничего для этого делать, они самостоятельно становятся такими. А потом, как это, организм начинает платить за задействование вот этих ресурсов. Да. И группировку, которую вывели, по науке надо давать 2 недели на перерыв, а в том состоянии, в котором она была, я думаю, она и за 3 не соберется. То есть она ограниченно боеспособна. Неизвестно, удастся ли ее использовать в перебросе под Изюм. И еще один признак очень важный, заключающийся в том, что выведенные части не очень готовы к дальнейшему ведению боевых действий. Их 2. Первый признак. Тронулась 5-я армия окончательно уже. Все, что собрали с Дальнего Востока. Пошло где-то 8-10 батальонных тактических групп. Оттуда.
сейчас на эшелонах идет через всю матушку Россию, чтобы приехать к нам сюда. Вот. А они бы не тронули, если бы ее не поднимали. Это последние части, которые есть у России. Вообще последние. Все, тупо все. Больше никого. Которые подняли для того, чтобы остатки там правдами и неправдами собрали эту сборную селянку. Если бы эти были боеспособны, которые вывели на север, то не надо было бы дергать аж с Дальнего Востока. Они же ехать будут еще неделю минимум, то 10 дней. Выгружаться, выдвигаться, читайте 2 недели. Но дернули их. И второе, никак не начнут наступление от Изюма с севера. По замыслу оно должно было 1 числа начаться. Пока, даже раньше, пока, потом 4-го. Нету этого наступления. Почему? Там в районе Изюма в российской группировке организовалась абсолютно дикая солянка. Дикая солянка такая. Учебные части перемешаны, боевые, переброшены с ЛНРовско-ДНРовские, так называемые, российские с разных этих самых оценок. И я как военный на это смотрю и понимаю, что вот управлять этой бандой, тем более в наступлении, где все должно быть организовано, взаимодействие должно быть очень качественно. Материальное снабжение. Просто не удается российскому командованию прийти, собрать их до кучи и бросить куда-то вперед организованно. Потому что они наполовину разбитые, наполовину деморализованные, наполовину перемешанные, не понимающие, что происходит, как бы не в состоянии взять себя и так далее. То есть они наткнулись на то, что и эти части ограниченно боеспособны. Вот они кидают свежие для того, чтобы хоть что-то сделать. Эти 2 признака указывают мне, что дела обстоят куда хуже, чем рассчитывали. А вот если мы возьмем слова Герасимова, если они были правдой, которые мы с тобой обсуждали, и которые гласили так, что 3-4 дня он давал, чтобы вооружить наших в зоне ОС, то эти 3-4 дня эти прошли. Они даже не двинулись. На севере нет движения абсолютно. Вот от Изюма, который они взяли, нет движения. И мы ждем, по нашим данным, должно было быть давно это наступление, мы к нему там готовы, там и так далее, свои меры предпринимаем. А его все нет и нет. Потом начали разбираться, вот я сегодня разбирался, там такая соляночка, что у меня, как у командира, волосы на ногах дыбом стоят, глядя на все это. Я представляю, чтобы поставили задачу это все собрать, этим все управлять. Это задача, минимум 5-7 дней приводить, суток приводить их в порядок, хоть какой-то вздернуть, расставить, искать пацаны вперед. Но учитывая, что мы по ним работаем в этот момент, мы делаем контратаки, там производим, и и наша авиация, артиллерия работает, даже авиация. Это не так просто сделать. И самое главное, сегодня в районе Рубежного, которая с военной точки зрения, вот это считается же безнадегой абсолютно, Рубежный, Лисичанск, то есть это западный край Луганской области, Рубежный, Лисичанск, Северодонецк и так далее, на которые атакуют превосходящие силы противника, и еще снизу подрезали уже вот эти товарищи, которые наступали чуть-чуть. Они там в очень неприятной ситуации находятся. Так вот, наши части пошли в контратаку. Так, это в каком месте? Да, Рубежный. Это значит, что там тоже исчерпался наступательный план. Видно очень сильно. Давили, и все-таки манера забрасывать телами в этот раз не сработала. То есть мы побили там один эпизод 25 покойников, да, в российской мотострелковой роте, другой там полроты или в третий там еще что-то, несколько таких эпизодов. Начинает возникать вопрос, у меня как у военного. Они же исчерпали наступательный прорыв. Чем его компенсировать сейчас? Части, которые месяц в боях непрерывно с колоссальными потерями, очень плохие вояки. По опыту Второй мировой мы знаем, часть может 2 недели сражаться, потом ее надо минимум на 2 недели отводить на отдых. Отводить не было кем, потому что 8 операционных направлений и огромный размах, там все были в деле. Кидались без разбора резервы, я же говорю, это школа Мулина, младших специалистов, это танковые биатлонные войска и так далее, и так далее. Я понимаю, что они там исчерпали наступательный прорыв. И еще один фактор, мы бьем там авиацию очень сильно. Вот как не сообщение о сбитых самолетах, это Харьковщина. То есть Изюмщина, грубо говоря. И возникает, сегодня очередной сбили, то ли Су-35, то ли еще какой-то фотка есть, и летчика взяли. И Су-25 сбили. Да, я только видел, из того, что я видел. Так вот, у меня ощущение, вот теперь я резюмирую это все. У меня ощущение, что они даже на главном направлении немножко сдохли, или немножко сдохли, и не готовы к продолжению наступления в настоящий момент, и будут еще несколько суток не готовы. Они критически важны. Что еще произошло? Они вчера разослали массовые смс-ки нашего провокационного характера, не буду даже говорить какого. И 4-го, сегодня 4-й или 3-й, какой-то там, я уже не помню. Сегодня у нас пока еще 3-й же. 3-й. Да, так вот они анонсировали вчера на сегодня анонсировали массовое наступление.
Типа, А сдавайтесь как, и а прочее, кому они прочее, прочее. посылают смс-ки? Просто интересно, это Ну, кто на такие? телефоны военнослужащих, которые работают в нашем А, месте. ну и типа бегите, мы наступаем или что? Бегите, да, мы наступаем, там, условно говоря, Ну, бегите, понятно, да. наступаем, и другие Незамысловато, незамысловато. провокации. Да, то есть службы честно отработали по плану, службы ПСО, а наступления нет. Может быть, завтра попытаются куда-то дернуться, не исключаю. Но я, скажем так, осторожно могу сказать, что когда мы с тобой говорили, я предупреждал наших граждан о том, что будут там тяжкие бои, потому что соотношение они пытаются создать 1 к 8, 1 к 10 в том направлении. И сейчас уже начал сомневаться, что им это удастся чисто военным. Мгм. Потому что физически это превосходство есть, а качественно они уже не в состоянии наступать, вот как свежее подразделение это могли бы делать в начале войны. Это крепко Ну да. битое войско с очень очень уставшее, с очень накопившимися поломками, просто физической усталостью, заваленной моралью. И крепко битая авиация, потому что каждый день там сбиты, как летчикам вылетает на самолет, если каждый день не возвращается из этого района 1, 2, 3, 4 самолета. То есть авиационная поддержка, которую Ставка тоже не могут доказать сейчас. Поэтому у меня возникли объективные сомнения в отношении их способности вообще провести там операцию на окружение. Обозначить ее, да. Провести – нет. Мы еще, конечно, посмотрим, что будет завтра, послезавтра, послезавтра, и куда приедут эти БТР в течение недели. Но сейчас по политике неделя-две, которые будут ехать и разгружаться, это 5-я армия, это огромный срок. За это время успеют ввести 2 пакета санкций, за это время успеет приехать тяжелое наше оружие. И я начинаю думать, а каковы у них вообще политические перспективы могут быть с опорой на такую военную ситуацию. Может быть, я допускаю, осторожно очень допускаю, что эта операция в принципе может не состояться. Потому что нет сил у них физически окружить нас уже. Хотя еще 2 дня назад, когда я рассматривал эти вещи все, когда еще не тронулись эти войска, с 5-й армией и так далее, я думал, что у них хватит там крепко нервы потрепать и крови попроливать. Сейчас я так уже смотрю, осторожно смотрю. Надо, конечно, следующий день, завтрашний и послезавтрашний нам еще покажет. Есть наступательный потенциал, какой и так далее, куда. Но пока как-то это выглядит куда менее оптимистично для российского командования, нежели выглядело еще 3 суток назад. Что такое современная война? Обстановка меняется быстро, непредсказуемо. И вот этот массовый вывод, мы ожидали Черниговская, Киевская, а сейчас еще Сумская ушла, часть Харьковской снимается, север, хотя меньше. Полное оголение севера, вывод. Наши же войска сегодня вышли, Чернобыльскую зону забрали, вышли на белорусскую границу, там выходят, То есть уже подходят к вышли на Чернигову, Белорусскую, там уже забирают. но по всему Да. участку, так сказать, это не только район Почти по Беларуси и всему. Ниша. Тут нет, это же маневренная война, нет задачи там стать равномерно вдоль всего участка, вышли Да, там да, ключевым да. объектом, участка местности. Там же задача не все перекрывать, а только дорогу, по сути. Ну, Десантники разумеется, наши конечно. Да. флаг показали на Чернобыле, все как положено и так далее. И вот здесь вот начинается такой вопрос, как бы возвращаясь к теме военного переворота, возможно, в России, я хотел бы снова вернуться. Если не будет победы в Украине, Так. а она как-то очень сильно надломилась, особенно после Бучи, после всей этой истории, но Путин же победитель всегда, мы об этом говорили, я хочу еще раз повторить эту мысль. Он должен оказаться где-то победителем. Если в Украине он не победитель, то он должен победить где-то в России, правильно? Каких-то заговорщиков. Вот я снова хочу повторить эту мысль, потому что я, в принципе, не вижу для него выхода. Сейчас еще посмотрим, что будет на Совете Безопасности, если там поставят вопрос о массовых преступлениях, и, например, созыве Генассамблеи, потому что она может преодолеть право вето. Может. Смотрим. То есть здесь, в принципе, все станет очень-очень грустно. И кто-то должен будет ответить. То есть он должен Советском все равно Союзе... голову чью-то принести на подносе Конечно, он должен быть народу. победителем. Вариант единственный такой. Что, Чья это может быть голова? Вот на твой взгляд конкретно. Я думаю, это несколько генералов ФСБ, несколько генералов вооруженных сил. Ну, а это может быть Герасимов, например? Может быть, вполне Герасимов. Тут вопрос какой. Нужна крупная голова. Никто не поверит в мелкую голову командующую армии. Разумеется, конечно. Надо кого-то обвинить в тотальном авантюре в Украине. То есть наше ясно солнышко обманули. Второе, а потом заговоре, направленном на свержение ясно солнышко, предательство. И только тогда Владимир Владимирович скажет следующее, что, ребята, это была коварнейшая авантюра, дали нереальные данные, а сделано было для того, чтобы расшатать ситуацию международную, внутреннюю, и таким образом захватить власть. Но мы вовремя вскрыли
Слава и честь нашим солдатам, которые заплатили, ля-ля-ля-ля-ля, конечно же. Попутно немножко денацифицировали и немножко демилитаризировали, но главное содержание – это победа над внутренней оппозицией, которая вот так вот ля-ля. В противном случае, кого он должен победить, простите? Украине у него сильно не Ну, ладится с победой. Да? это очень рискованная история, потому что он точно должен, тогда он должен принести в жертву не кого-то, одного, двух, трех. Он должен убрать и Шойгу, и, значит, Герасимова, на них свалить всю эту военную авантюру, а на спецслужбистов, ну, принести того же Бортникова, может быть, даже Золотова. Золотого он всегда дураком считал. Их, так сказать, бросить на плаху. Ну, смотри, мы Вот имеем приблизительно вот аналогию, да, в которой да. ты участвовал. Или непосредственно наблюдал. Это Хасавюртовский мир. Да, После штурма Грозного в 96 году, знаменитого штурма, операция «Джихад». Да. Но там 2 недели борьбы, это Пуликовский там обещал снести Грозный, 5-10, а тут приезжает Лебедь, и что? Секретарь Совета Безопасности, и устанавливает мир. Закрывает войну как таковую, вывод войск и прочее, прочее. А кто оказался виноват в этом мире? Лебедь. Кто оказался виноватым? Лебедь Нет, ну, оказался Лебедь, предателем. да. Кого обвинили? Да, Военное Лебедь, руководство Лебедь. обвинило Лебедя, правильно? Да. Ну, там Значит, у нас частично уже Куликова на тот министр, они с ним Куликова, как-то так. да. Министр Куликова, внутренних Лебедя и дел, так да. далее. Да, я помню, да. Потом, значит, что произошло с генералитетом? Их не осудили, но одного застрелили, второй Да. в авиакатастрофе, Слушай, третий в Рохлина авиакатастрофе. грохнули, который тоже в этот Рохлин, момент да. управлял в те годы. Рохлина убили, Лебедь авиакатастрофа, кто там еще авиакатастрофа, не помню. Не, ну Трошин, Березовского повесили, он тоже был важным Березовский и так участником. далее, и так далее. То есть вот эта И зачистка, она была, Яндарбеева взорвали, да, то есть с той да, стороны. Всех. она была растянута во времени, зачистка. Здесь масштабы другие. Значит, должна быть зачистка, но наверняка Да. короткая и компактная с каким-то информационным оправданием. Вот. Тут вопрос, как бы, я других вариантов-то особо не вижу. Потому Ну, то что есть у даже них есть шанс игра на опережение с Путиным, как я да, понимаю, у да? меня берем даже вариант ядерной войны. Да, возьмем Как его, нам да. всегда выходит домохозяйка Глаша и говорит, а ядерная бомба. Ну хорошо, нанесли удар по нам. Войска российские в таком состоянии, что даже после ядерного удара они не смогут воспользоваться его результатом. Потому что они тупо в состоянии, когда они не могут сесть в БТР и ехать, они у них уже, Ну, а они уже куда шатаются могут на ходу. ударить? Вот куда может ударить тактическими, ну, 5 килотонн Ну робот? хорошо, ну вот они ударили по какой-то нашей бригаде, участок прорыва, там же как ядерная война предполагает. Ты не просто ударил, ты должен еще потом пройти через эту зону. Так, ну, С избыточным давлением в бронетехнике, да, и с этим самым. И чтобы пыль не проникала, и в АЗК солдатики должны пробежать. Но, во-первых, они облучатся. И еще, даже если пройдут, станут совсем не боеспособными, а радиация там будет долго. Но то есть с точки зрения применения тактического ядерного оружия нет шансов. Для тактического ядерного оружия, чтобы эта война состоялась, надо нанести удары, потом войска, которые пройдут через зону ядерного удара. А мы же знаем учения, которые Жуков проводил, правильно? И очень быстро потеряют боеспособность. За 2-3 суток могли бы там что-то, от острой лучевой болезни, могли бы что-то там еще захватить. Ну, хорошо. Даже если они найдут такие войска, например, 5-ю армию, приехавшую с Дальнего Востока, они проедут, через 3 дня они тоже станут небеспособными. А на украинских расстояниях эти 3 суток они ничего не успеют взять как следует, продвинуться. Как они тоже обвалятся и помирают. То есть даже это не вариант чисто военного. Возникает вопрос, что они себе там думают. То есть ты можешь допустить, что военные тихо саботируют вообще указания о том, что 3 дня, вот то, что мы с тобой обсуждали, доклад Герасимова, Путин Не думаю, что возможно. саботируют. Не думаю, что саботируют. Думаю, что российская армия сохраняет управляемость пока еще. Они просто не могут обеспечить. И вот Не могут, с точки зрения власти, это саботаж. Ну да, С Герасимов точки высшей власти это саботаж. Ну, правильно, Путин же не военный, он не разбирается. Он говорит, ребята, Ну, что вы хотите? Давайте соотношение сил. Вас там много на участках прорыва, там 5-10. Сколько вас? Нас 15 батальонов против там 5 укропских. Какого хера вас просят? Наши батальоны не боеспособны. Как не боеспособны? Ну вот устали. Ну как это звучит для Путина, у которого, как мы говорили, то, что должно было стать кульминацией всей жизни и правления, стало нижней точкой всей жизни и правления. Он понимает, что они ему вводят за нос, обтирают очки. Либо врали до этого, либо врут сейчас. А что дальше в России происходит? Скажи мне ты, Марк, ты лучше знаешь. Когда ты понимаешь, в верховной власти, ты понимаешь, что мы врали до или врут сейчас. Что делать, кто виноват? Нет, все, должен быть крайний. Крайний обязан быть, не может не быть.
Его должны назначить. Ну так вот, мне кажется, Реальный что он или нет. внутриполитическая российская жизнь сейчас в поисках ответа, кто виноват. Это главное Ага. содержание процесса, происходящего в российском военно-политическом руководстве, как мне кажется сейчас. А сейчас, пока они будут искать, добавится 2 пакета санкций и еще более непонятная и усложненная ситуация на поле боя. Ну и я не вижу, кроме внутреннего заговора, пока, может, мне кто-то подскажет, или зрители напишут, или ты, может, скажешь, какие еще варианты выхода из этой ситуации. Ну, мы, конечно, будем наблюдать за этим. Кстати, вместе с 305 тысяч зрителей нас смотрят. Уж точно в числе этих 305 тысяч, это абсолютный рекорд, что называется, мы допускаем, что есть те, кому интересно услышать о вариантах развития событий и, может быть, с прикладной вполне себе точки зрения. Ну, надеюсь, до вас дойдет все риски, которые и возможности, которые вам эта ситуация предоставляет. Вот главный Да, вывод, которым... кстати, Да, еще секунду. Да. Буквально 3 предложения. Я да-да, сегодня ну, ради ознакомился бога. более подробно с ситуацией в Мариуполе. Так, Там, где, казалось бы, тотальное российское превосходство, так. тотальнейшее. Куда части этой 5-й армии уже перебросили, они там воюют несколько дней и так далее. Приехала первая партия. Но, блин, я смотрю, и там далеко не радужная перспектива. Уличные бои завязаны и стоят на месте уже несколько дней, без особого продвижения. И там войска устали и не могут себе позволить там активно наступать. Это же очень тяжело, уличные бои. То есть даже мариупольская ситуация не весьма неблагоприятна или не весьма благоприятна для российских войск. Ну, такая история, на самом деле. И вот теперь возвращаемся к твоим словам. Да, ну мы 37 минут в эфире. Сколько у нас часовое времени? Да, заканчиваем уже. Спокойно. А, да, все. Ну тогда вопрос заключается в следующем. Британская пресса, значит, заявила, что вроде как, я думаю, с подачи американцев, я думаю, это параллельно как-то развивается сюжет, что изначальный план был до 9 мая вообще все закончить, провести парад и так далее. Ну, уже очевидно, что в этой ситуации на это не приходится рассчитывать. Представить себе вновь выдвижение войск на северном направлении, опять через Бучу, через Гостомель, через Ирпень. Я просто не представляю, как вот сейчас там идти по Так это этой же, вот как можно территории. оставить оборонные позиции, чтобы туда Да, зашел противник и снова их брать? Да и кем? снова Это брать. полный идиотизм. Вот А я и хотел, во-вторых, чтобы ты кем сказал, брать? это невозможно ни с какой точки, ни с тактической, ни Они с могут отдать политической. такой приказ. Они могут отдать такой приказ, с них станется, конечно, снова там погружать Киева. Но это просто самоубийца. Это же не 24 февраля, никто не будет отступать в глубину, не понимая, каким нарядом сил и с каким качеством Мгм. сил мы будем иметь дело. Что такое 24? Мы не знали ни боеспособности российских войск, Мгм. ни как они будут воевать. Там, мы примерно понимали там, и так далее, просто по военной логике. Но боеспособность невозможно было оценить, пока ты с ним не вступил в борьбу. У них было превосходство, понятно, мы оттянулись, начали запутывать их, вести маневренную войну. Смотри, сейчас мы же прекрасно понимаем, сейчас до Киева даже не дойдем, мы будем их громить поближе к белорусской границе. И на дальних поступах к рубежам удерживать там, даже если они пойдут. Но я не с военной точки зрения отдать позиции оборонные, потом на них запустить противника и потом на них заходить. Вот и я об Это этом же. слишком идиотически даже для российских генералов, даже для российского руководства. Но даже если они это попытаются, кем? Неким. Ну, то есть, можно ли Неким. считать, что северное направление, с учетом отказа видимого белорусского этого дятла от участия в войне, эта история закрылась по северному направлению? Ну, С 1% Киевом. давай на всякий случай Не, оставим ну один это ничего. на полный идиотизм российского военно-политического руководства, допустим. Они попытаются снова двинуться. На Киев они не дойдут просто технически, но где-то там обозначить угрозу, снова перейдя границу. Ну, где-то я 1% допускаю, но это полный маразм. Скорее всего, нет. Все пойдет на Нет. восток. Но и там, как мы уже говорили, очень не здорово, да, пока. Посмотрим. Так, то есть это означает, что, в общем, силы могут высвободиться какие-то с северного направления для того, чтобы их перекинуть в зону Так АОС мы же и к говорим, они Мариуполю. Так. сейчас под Курском собраны и Белгородом, и они Нет, я не сейчас говорю об очень... украинских ВСУ. Украинские, безусловно, конечно. Безусловно. Я То не есть они будут сообразил, конечно, помогать безусловно, двинуться конечно, на юг как-то, потому что мы говорили о рисках, конечно. которые могут это сопровождать, поскольку Не-не-не. там степь и так далее, и так далее. Часть мы оставим, безусловно, но Да. часть сил пойдет, безусловно, и на восток, и на юг, это же очевидно совершенно. Невеликая тайна и вообще никакая не тайна, это просто логика. Но это значительный ресурс будет все-таки, так? Для помощи Ну, как югу и востоку. значительно не знаю, но как серьезный будет.
Это в какие сроки может произойти, на твой взгляд? Там, неделя, не знаю, там, 5 дней. Трудно сказать. Но где-то вот в такие какие-то будут происходить. Там же зависит от замысла командования. Куда в первую очередь бросят, от развития Нет. обстановки. Сейчас Я- главная интрига все та же. Если задаваться вопросом, где главная интрига, пойдут ли в наступление, вот условно говоря, от изюма. Может ли эта сборная солянка двинуться вперед? Если да, это один вариант развития. Если нет, это другой. Если да, но с опозданием, это третий. Мы тут посмотрим. Да? За 2-3 дня мы очень четко поймем, куда что пошло, и обсудим, конечно же. Ну что ж, 41 минуту мы сегодня были в эфире, 315 Еще тысяч одну вещь нас- могу сказать. Да. Вот смотри, считается, что в 21 веке, век интернета, ничего невозможно скрыть. Точно так. Но на самом деле, вот глядя на эту войну, а мы же летопись пишем с тобой, да, каждый день, видно, что тумана Да. войны очень много, очень много. И казалось бы, Да. все должно быть понятно, но вот я имею практически полноту информации, Да, понимаем. доступной. Даже для меня множество загадок, которые я вот с нашими зрителями обсуждаю. Мы своего рода такой детектив пишем военно-политический сейчас, потому что это не кокетство, это действительно непонятно, почему многие вещи случаются, куда пойдет этот. Ну, сколько мы за 40-39 дней, мы раз 5 или 7 были в вилке, когда мы не знали, что будет происходить. И это определяли дальнейшие 3 дня. Я мог сказать, вот, теперь пошло точно туда. Сейчас очередная такая развилка, где вот, интрига главная, когда начнется подозрение. И начнется ли вообще. Снова. Ну, мы завтра это же можем обсудить снова. Да, конечно, да, конечно. Ну Может, вот, что-то и завтра произойдет. 40-й день, какая-то круглая цифра, все всегда стремятся к округлению, поэтому завтра мы обязательно это все обсудим. Мы благодарим Алексея Арестовича за то, что он нашел время. Сегодня, ну вот, попозже начали проводить, больше народу приходит. Нас ждут. Вот даже сегодня меня пытали на Украине-24, феномен наших эфиров. А на самом деле никакой нет феномена. Все очень просто. Нет цензуры, нет никакой ни Марк, военной, хочешь, ни я скажу тайну, Да. открою тайну. Вот. Давай. Меня многие говорят, Арестович, вот ты там миллион там подписчиков, миллион там, ты везде, харя твоя везде уже узнаваемая и так далее, и так далее. Хорошо себя раскручиваешь. Я могу сказать вам, вот, что я не сделал ни одного движения на собственную раскрутку. Вообще ни одного. Более того, Точно я отказался так. от очень Люди просто не многих. понимают. Люди не понимают. Я просто всегда брал телефон и говорил туда то, что я хочу. Вот мне лично это хотелось сказать, обратиться к людям. И все. Может быть, в этом феномен. Точно Я так же, просто как у хочу тебя. сказать, наши с тобой эфиры, они начались задолго-долго до войны. Ну, так о И чем же любой, кто речь? отмотает и их посмотрит, увидит, мы говорили все то же самое. Вообще сценарий был расписан до мельчайших деталей. Ну, конечно, без деталей каких-то, которые могли меняться. Но, в принципе, посмотрите эфиры с Арестовичем, предшествующей войне с осени, например. И вы поймете, что ничего не изменилось. В моих словах есть некоторые противоречия. Были. Задолго до войны я говорил одно, и так оно происходит. А ближе к войне говорил другое. Немножко. Не сильно, но другое. А почему, я объясню после войны. Все понятно. Нет, ну мы понимаем, тут тоже свои есть объяснения. Да. 43 минуты, 315 тысяч нас смотрел. Приходите завтра в это же время, мы снова проведем эфир. Алексей, всего доброго и до завтра. Спасибо, счастливо. Да, всем пока.